Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Где мои 17 лет? Эти джинсы были супер модными 20 лет назад. А сейчас моему сыну скоро 20. Как время-то летит. Естественно, носить их уже никто не будет. Будем резать. Мне очень повезло, у них прямые широкие штанины. Лишних швов делать не хочется. Максимально используем полезную площадь. Но на этих штанах прекрасная вышивка. Мы ее не затронем, нам вполне хватит нижней части штанины. Просто отрежем куски нужной длины. Подровняем края. Получаются у нас две детали размером 41 на 35 сантиметров. Определяем, какая из них будет лицевой. На ней намечаем центральную часть и делим ее на квадратики 8 на 8 сантиметров. Получается 5 квадратиков по горизонтали и 3 по вертикали. В нижней части заготовки оставляем свободное место. Там будет сформировано донышко. В каждой клеточке будем располагать декоративный элемент. В швейной мастерской мне отдали немного лоскутков, кусочки прекрасной ткани Шанель. Много ли надо для счастья рукодельницы? Шанель в старых джинсах. Новый взгляд на культовые вещи. Держите меня семеро. Вообще-то, мне нужна была любая фактурная ткань, из которой легко выдернуть нитки. В своих запасах я искала кусочки мешковины, а модному дому Шанель просто не повезло. Попали под горячую руку. Размер квадратиков делала примерно 6 на 6 сантиметров. Я уже привыкла, все работы делаю с приставным столиком. Так получается ровнее и удобнее. В каждую клеточку пришиваем кусочек декоративной отделочной ткани. Шов прокладываем примерно в 1 сантиметре от края. Сначала прошиваем мелкой, частой, прямой строчкой, а потом можно пройтись или зигзагом, или трикотажным швом. Если нет ни того, ни другого, проложите рядом 2 прямых строчки. Можно сделать паузу, оценить, посмотреть, что получается, и продолжить дальше работу. Знаете, я всегда поражаюсь, когда смотрю свои мастер-классы. Как быстро, ловко и просто все получается. А на самом деле это целый день уходит на бесцельное слоняние по комнате, перекладывание тряпок, перетряхивание мешков с лоскутками, пересматривание коробочек с пуговицами и фурнитурой. А потом остается только самая малость – установить свет, кольцевую лампу, отыскать и закрепить штатив для съемки, проверить почту на телефоне, ответить на сообщения, включить камеру на телефоне, проверить качество съемки, установить швейную машинку, вспомнить, что надо поменять нитки, искать приставной столик, начать съемку, обнаружить, что выпал шнур из розетки. В общем, целое приключение.
Работаем. Таким образом мы пришиваем все 15 декоративных элементов. После этого уже можно приступать к дальнейшей отделке. Убираем лишние нитки с краев, чтобы получилась небольшая бахрома. Сразу же наметим места для ручек. Конструкция сумки самая простая, без подкладки. Если хотите, то можете сделать сами, по желанию. Для ручек находим центр. От него по обе стороны откладываем по 8 сантиметров. Пришиваем ручки. Складываем вместе лицом к лицу обе части сумки и прошиваем их по 3 сторонам. Открытые срезы обошьем зигзагом и сразу же формируем дно. Углы зашиваем и отрезаем. Все получается просто замечательно. Но чего-то не хватает, какой-то изюминки. Ну как вам? Изюма нет, только пуговицы остались. Как говорят, каждая женщина – сладкая виноградинка, которая со временем становится изюминкой. Угу. Была девочка с персиками, стала бабушка с курагой. А кроме шуток, такая сумка единственная и неповторимая. Потому что для ее создания я использовала все крупные цветные яркие пуговицы, которые нашлись в доме. Не говоря уж про последние штаны. И костюмы Шанель в нашей местности не часто шьют. Вот так. Размер сумки получился 34 на 39 сантиметров. Часть ткани ушла в швы. И что-то у меня эта сумка моментально нашла себе владелицу. Только я и успела пришить последнюю пуговицу и сделать фотографии. Дочь сказала, что это очень круто, и забрала ее себе. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Вот ты меня уважаешь? Ну что, ставьте классы, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!